В качестве большого путешествия в этом 2024 году мы выбрали сплав на байдарке вдоль западного берега Байкала от Северобайкальска до Слюдянки. Поскольку ранее мы сплавлялись только по рекам и байдарка новое для нас плавсредство, в путешествии по Байкалу нам пришлось столкнуться со многими сложностями. Возможно, было большой ошибкой так сразу, практически без подготовки, идти на байдарке в такой большой маршрут. Ведь пройти нам предстоит почти 700 километров, и все на веслах на своих руках. Забегая вперед, скажу, что на этом сплаве было тяжело и физически, и психологически. Но и сложные путешествия без этого не обходятся. Тем не менее, впечатления после прохождения этого маршрута у нас остались только положительные, да и опыт, как говорится, сын ошибок трудных. Сама идея сплавиться по Байкалу у нас появилась еще 3 года назад, во время первого приезда в эти места. Тогда мы прокатились на катере от села Большое Голоусное до бухты Песчаной, и нас сильно впечатлили виды, открывающиеся с воды. Поэтому откладывать в долгий ящик этот маршрут мы не стали, и во второй половине июля отправились в путь. Выезжаем, как всегда, из Екатеринбурга на поезде. Вещей у нас много, а байдарка занимает целую объемную сумку, поэтому она едет в багажном купе. Поезд до Северобайкальска идет 2,5 суток. Большим плюсом при таком раскладе можно считать дневное прибытие поезда. На вокзале Северобайкальска мы были в час дня 17 июля. Поскольку мы находимся в республике Бурятия, пообедать решили бурятскими позами, которые я купил в кафе недалеко от вокзала. Сразу после обеда, схватив все свои вещи, мы отправились на берег Байкала. Расстояние от вокзала до озера менее километра. Однако стоит жара и идти довольно тяжело, периодически отдыхаем. Всего у нас 4 сумки. В одной байдарка, во второй еда, в остальных 2 снаряжение и вещи. Тяжелого кроме байдарки ничего нет, но все вместе и сразу не унести. Не спеша короткими перебежками за полчаса добрались до городского пляжа. Наша длительная поездка из Екатеринбурга до Северобайкальска наконец-то завершилась. Мы уже притащили все наши вещи к берегу Байкала. Вот, собственно, само озеро. Здесь песчаный пляж, отдыхают люди. А мы будем надувать байдарку. Байдарка у нас без каркаса, собирается накачиванием баллонов и дна. Дно, кстати, с самоотливом. Поэтому на сборы много времени не требуется, и вскоре мы уже готовы вставать на воду. Осталось только привязать все наши вещи. Первый раз не самый удачный, вещи будут немного мешаться, но потом мы, конечно же, приноровимся. Так, отправляемся в путь. Пока что не очень удобно у нас все. Первый раз мы на загруженной. Хоба. Все, отчалили. Ну, вроде бы не все так плохо. Я бы сказал, даже отлично. Да, надеюсь, ничего не забыли. Все, пока, Северобайкальск. Нас ждет Слюдянка. Первая сложность, с которой мы столкнулись на первых же метрах, это то, что загруженная байдарка идет гораздо тяжелее пустой, какой она была на тренировочных вылазках. Отсюда вытекает и вторая сложность. Толкать всю эту тяжелую махину с нами и вещами нужно будет нам самим, своими руками почти 700 километров. И это еще даже не подул сильный встречный или боковой ветер, каких впереди нас ждет немало. И вот сейчас, пройдя за час меньше 4 километров, мы вышли на отдых на мысе Тыя. Уже небольшая боковая волна не дает комфортно грести. На сегодня я планировал пройти примерно 10 километров, а теперь уже начал сомневаться, что сделать это получится. Вообще, во время подготовки маршрута я читал книгу Валентина Петровича Брянского «Здравствуй, Байкал», в которой он рекомендует начинать дневные переходы ранним утром, когда вода наиболее спокойна. В послеобеденное время и ближе к вечеру волнение на Байкале усиливается, что доставляет неудобства при гребле. Так что, глядя на разыгравшуюся, хоть и небольшую волну, а также учитывая нашу усталость после длительной поездки на поезде,
Мы посидели, подумали и решили остановиться здесь, на мысе Тыя, на ночлег, чтобы хорошенько выспаться и завтра с новыми силами с утра пораньше продолжить наше путешествие. В поезде, видимо из-за смены часовых поясов, а может от жары, выспаться, как ни странно, не получилось. Место для лагеря здесь вполне подходящее. Палатку поставили на песке, байдарку, чтобы ее не унесло сильным ветром, привязали к ближайшим кустам. Искупавшись, а затем вздремнув пару часов, обнаружили, что к вечеру горы Байкальского хребта начала затягивать дымка. Мы очень переживали, что из-за жаркого лета в окрестностях Байкала могут разразиться лесные пожары, и похоже, что так оно и случилось. Жаль, ведь вся прелесть сплава по Байкалу в его высоких гористых берегах. Если их затянет дымом от пожаров, останется лицезреть лишь бескрайнюю воду до отражения этого самого дыма в ней. Здесь рядом с городом еще хорошо работает сотовая связь и интернет соответственно. Вечером сообщаем всем, что удачно добрались и начали сплав. Спать сегодня ложимся рано, надо максимально быстро адаптироваться к другому часовому поясу. На следующий день проснулись в 6 часов утра. Быстро позавтракали, свернули лагерь, загрузили байдарку. Время 8 утра, мы отправляемся в путь. Сегодня встали пораньше, поскольку решили выходить вообще в принципе пораньше, чтобы заставать вот такую водную гладь. Потому что вечером поднимается волна, ветер поднимается, который эту волну гонит. Вот если бы она была там встречная, было бы еще ничего, но когда она боковая, плыть очень неудобно. Лодку того и гляди перевернет. Все вещи уже собраны, мы готовы выплывать. Жара стоит с самого утра, как ни странно, хотя я по прогнозу смотрел, по ночам градусов 12 показывает, днем не больше 20. Но на солнце очень тепло. Еще сегодня, видимо, влажность высокая. Дымка такая стоит, ничего не видно. За пару километров уже горы вот все в дымке. Возможно, даже гроза будет. Давай отгревайте точно меня. Угу. В нескольких километрах от Северобайкальска на берегу Байкала расположены базы отдыха, детский лагерь. Но несмотря на такую близость к человеку, здесь нам встретилось несколько нер. Некоторые особо любопытные всплывали и тут же ныряли совсем недалеко от байдарки, быть может метрах в 15, но снять их, естественно, с такой скоростью появления и исчезновения сложно. Через 2 часа сделали привал на мысе Анакачанском, прошли примерно 10 километров. Это немного, но и немало. На все путешествие мы планируем потратить 25 дней. Чтобы уложиться вовремя, за день нам надо проходить около 25-30 километров, так что темп вроде бы неплохой. Однако нетренированные руки от 2-часовой гребли устали сильно. Решили в дальнейшем тратить на один переход по мере возможности час-полтора и не заходить далеко в заливы, которые здесь по подобию морских называются губами. После мыса Анакачанского проходим одноименную губу. Поначалу она углубляется плавно, но вскоре берег отдаляется от нас, и мы держим курс на мыс Слюдянский. Машины какие-то, памятник, постройки. По-моему, мыс Слюдянский. Подойдя к мысу ближе, увидели какие-то домики, людей. Если не ошибаюсь, здесь находится какая-то войсковая часть. Помахали людям на берегу, но они лишь сурово посмотрели на нас в ответ. Проплываем мыс Слюдянский. Здесь в устье реки Слюдянки образовалось несколько мелких островков, которые облюбовали вот эти вот жирные чайки. И вот пока мы к ним подплываем, они все громче и громче начинают на нас орать.
Там, где устье рек на таких мысах, обычно дно песчаное, но здесь вот немножко сейчас с галькой перемешался песок. И вода просто прозрачнейшая, чистейшая. Она и в Байкале в самом в озере-то чистая. Но иногда бывает немножко мусор попадается, муть. А здесь в устье реки она просто кристально чистая. Это, конечно, неудивительно, ведь все притоки Байкала горные. Слюдянка берет начало в горах Байкальского хребта, и даже в устье ее вода очень и очень холодная. Зато вкус ее отменный, наполняем ею всю свою тару. После 20-минутного отдыха начинаем пересекать губу Слюдянскую. Поначалу идем недалеко от берега. Сейчас мы проплываем губу Слюдянскую. С воды увидели стоянку. Время уже почти час дня, решили пообедать сразу, раз уж место благоволит. Место оказалось очень удобным, со столом и скамейкой, так что размещаемся на обед с комфортом. Костер не разводим, стоит жара и сушь, да и дымка вокруг лишний раз напоминает, что лес сейчас наиболее уязвим для пожаров. На обед будем варить суп на газовой горелке, а пока он готовится, я решил осмотреть окрестности стоянки. Между Северобайкальском и селом Байкальским, расположенным южнее города примерно в 40 километрах, таких стоянок очень много. Здесь любят отдыхать местные жители и благодаря неплохой дороге добираются до стоянок на машинах, поэтому частенько встречаются целые кемпинги, растянувшиеся по берегам. Слышна музыка, купаются люди. В общем, дикой глушью берега пока что назвать сложно. Но все это вызывает небольшой диссонанс. Все-таки вокруг северная лиственничная тайга, а на ее фоне типичный пляжный отдых. После обеда проходим в губу Слюдянскую и держим курс на оконечность мыса Тонкого. Слева от него, но подальше, это остров Богучанский. Он расположен напротив губы Богучанской. На озере тем временем начинается волнение, дует небольшой встречный ветер, и скорость нашего передвижения немного упала. Решили обойти мыс с южной стороны и посмотреть, нет ли там стоянки, чтобы встать на ночлег. Время уже приближается к 4 часам вечера. Губа Богучанская – место очень живописное. Неудивительно, что оно так полюбилось местным жителям. Да и рядом со Слюдянской губой есть красивые Слюдянские озера, так что здесь, можно сказать, почти курортные места. Стоянку мы нашли, но неподалеку от нее из машины доносилась громкая музыка, поэтому мы решили переместиться на противоположный берег залива. Волна к этому времени стала еще больше, идти стало еще тяжелее. Остров Богучанский при ближайшем рассмотрении, особенно с венчающим его православным крестом и голой вершиной, сильно напоминает, как мне кажется, шапку Мономаха. Я, кстати, подумал, что неплохо было бы встать на ночлег на острове, но он, к сожалению, оказался уже занят. Через час пересекли губу, вышли на берег осмотреться. Здесь тоже много кострищ, стоянок, проходят грунтовые дороги. Среди невысоких сосен мы выбрали себе хорошее ровное место и принялись разбивать лагерь. Совсем рядом с лагерем находится оконечность мыса, название которого не было у меня ни на одной карте. Поднялись на этот мыс. Ну, насколько это возможно было по тропе. Это вот вид с него открывается. Вот с того мыса Тонкого мы сюда пришли. А это, соответственно, остров Богучанский. Кругом лиственничная тайга. Вообще красота. Под ногами желтый ковер из хвои запавший. И ходить приятно, и дышать в лесу хорошо. Поскольку погода стоит теплая, да и вода в заливах более-менее прогревается, решили искупаться. На озере дует юго-восточный ветер, так что за нашим мысом вода спокойная, зато вдалеке шумит высокая волна. После купания отдыхаем в палатке.
Обратили внимание, что здесь, не знаю по какой причине, мало кровососущих насекомых. Изредка может прилететь какой-нибудь комар, но это особо не досаждает. Ужинаем супом с хлебом, купленным в Северобайкальске. Это пока что. На следующий день из-за лютой жары одна из 2 буханок скисла, и ее пришлось отправить на корм рыбам. А мы на такой жаре находимся с утра до вечера. Это еще одно дополнение к вопросу о сложностях в этом путешествии. Время потихоньку приближается к 10 часам вечера. Пора бы ложиться спать, но спать не хочется. Разница во времени с Екатеринбургом 3 часа, так что для нас пока что всего лишь 7 часов вечера. Следующий день с самого утра ясный, жаркий. Проснулись снова рано и к 8 часам утра практически готовы вставать на воду. Уже более-менее определились, как удобнее привязывать вещи к байдарке. Самую объемную сумку я креплю позади себя. 2 сумки поменьше между собой и Викой. У нее в ногах практически ничего не мешается. У меня же места чуть меньше, но терпимо. Кстати, страховочные жилеты за весь этот сплав не рискнули снять с себя ни разу. С Байкалом шутки плохи. Любая небольшая волна может опрокинуть лодку и отнести ее далеко в сторону, а вода, напомню, очень холодная. Мыс, на котором мы ночевали, как выяснилось, называется Писаный камень. Существует бурятская легенда, согласно которой некий путешественник выбил в этой скале лик бурятского бога, но после забрал его с собой. Богу это не понравилось, и тогда он сам вновь запечатлел себя в камне. Нам ничего подобного в скале не привиделось, и мы начали пересекать небольшую губу Балтахтанова. Снежники Байкальского хребта еле проглядывают сквозь дымку. Практически не видно. Если бы не снежники, вообще бы не увидели, что там горы. Конечно, немного обидно проплывать такие красивые места и не видеть их, но поделать, к сожалению, мы ничего с этим не можем. Под скалами мыса Красный Яр делаем очередной непродолжительный привал. С оконечности Красного Яра хорошо виден следующий мыс – Лударь. На нем стоят антенны вышки сотовой связи, а за самим мысом находится село Байкальское. После него более 200 километров нам не встретится ни одного населенного пункта. Лошади наверху. Этих лошадей мы увидели на только что покинутом Красном Яре. Вообще все животные местных жителей, как мы заметили, здесь предоставлены сами себе. Пастухов с ними никогда не видно, и лошади, да и коровы тоже, могут уходить на несколько километров от своих деревень и сел. По берегу часто встречаются остепненные участки с редкой порослью деревьев. Такие участки и становятся бескрайними пастбищами для домашнего скота. Мыс Лударь, показавшийся издали небольшим, встречает нас 1,5-километровой полукруглой отвесной скалой. Поворачивая за очередной ее скальный выступ, мы каждый раз ожидаем увидеть домики села Байкальского, но за поворотом вновь и вновь продолжается скала. Ее, судя по всему, облюбовали для проживания сотни то ли ласточек, то ли стрижей. Наконец-то показалось и само село. Здесь мы решили выйти, немного отдохнуть и осмотреться. Очень странно, но про село Байкальское информации очень мало. Вся она сводится в основном к тому, что поселения здесь появились очень давно, чуть ли не в средние века. Изначально тут жили эвенки,
Потом стали появляться буряты, а позже всех появились и русские. Так что сейчас село это многонациональное. В советские времена в Байкальском был колхоз «Победа», занимавшийся в числе прочего рыболовством, промыслом нерпы и другого пушного зверя. Кстати, на берегу до сих пор стоят полуразрушенные здания рыбного хозяйства. Стоит село на устье реки Рель, которая при впадении в Байкал разливается широкой дельтой. В селе есть школа, почта, несколько магазинов, действующая церковь. Сюда 2 раза в день ходит рейсовый автобус из Северобайкальска. Судя по всему, появляются и новые объекты туризма, хотя сейчас они появляются практически по всему побережью Байкала. Устье реки Рель, рядом с селом Байкальским. Набрали воды, потому что хочется кристально чистой горной воды попить. А готовить мы набираем прямо из Байкала. Набрав воды, поспешили идти дальше, взяв направление на мыс Берла. Этот мыс не сильно вдается в воду, но и дальше берег немного меняется. Крутые обрывистые берега приходят на смену широким протяженным заливам. Скалы все чаще будут тянуться неприступными стенами, уходящими прямо в воду. Там палатка какая-то стоит возле воды. После небольшого отдыха на галечной косе продолжаем свой путь. Ближе к полудню подул ветер, и начала подниматься боковая волна, мешающая грести. Байдарку закручивает, одна рука постоянно напряжена, скорость движения небольшая. Решили в ближайшее время остановиться где-нибудь на обед, чтобы отдохнуть подольше. Вскоре вдалеке за скалой показался широкий распадок. Мы подыскиваем себе место для обеда. Видели в таком живописном месте вот эту вот постройку. Не то хижина, не то избушка. Сейчас хотим посмотреть, что она из себя представляет. Если там удобно, может быть, здесь и пообедаем. Но она здесь уже заброшена вся. Но обедать на жаре без тени затея плохая. Решили мы проплыть еще немножко, где-нибудь, чтобы встать в тени деревьев. Но увидели здесь такой вот забор. И, видимо, чья-то стоянка раньше была. Из местных пастухов, может. Избушка совсем недалеко. Вот она виднеется. Здесь, конечно, тени нету, но зато есть удобство в виде стола и скамеек. А это уже большой плюс. После обеда поднялась волна сильная. Плыть, думаю, будет очень тяжело, потому что до этого мы тоже против ветра с волной боролись, хоть она невысокая была. Но шли очень медленно. Прошли на данный момент по береговой линии, если считать, около 19 километров. Но это, конечно, очень мало. Но по такой волне сейчас идти тоже не имеет смысла, потому что это будет очень тяжело и очень долго. Поэтому я сейчас иду осматривать места где-нибудь здесь, вот возле деревьев. Может быть, поставим палатку. На крайний случай поставим возле этого забора. Там тоже неплохо. Место здесь шикарное. Может быть, даже если не будет лень, поднимемся вот на эту горку. Там, где растут примеченные нами деревья, оказалось русло пересыхающего ручья, заросшее густой растительностью. Так что поставить палатку там было негде. В итоге так и решили поставить ее возле загона. Чтобы на солнце не поднялось давление в баллонах байдарки и она не повредилась из-за этого,
воздух из них немного выпустил. После послеобеденного отдыха все-таки решили подняться на соседнюю горку, но, как говорится, сей променад оказался достаточно сомнительным. Крутой уклон, жара, сухая трава, десятки пыльных конских троп, различные насекомые – все это только усложняло подъем. Да и с каждым метром подъема гора казалась все выше и выше, а вершина как будто отдалялась, хотя снизу казалось, что поднимемся за каких-нибудь полчаса. До самой вершины, естественно, не пошли. Там растет густой лес. Решили остановиться у небольшого скального выступа, поднявшись на 500 метров над уровнем Байкала. Поднялись мы наконец на эту вершинку. Ну не на самую, конечно, вершину. Сейчас я все покажу. Здесь вот внизу, где-то там вдалеке, вот эта вот левая белая коса галечная. И справа в ее конце там можно разглядеть оранжевую маленькую черточку. Это наша байдарка. И рядом зеленая точечка — это палатка. Подъем, конечно, непростой, достаточно крутой. Но хорошо тут у нас хотя бы ветер поднялся. Немножко нас обдувал, пока поднимались. А иначе жара стоит лютая. Виды, открывающиеся со склона этой горы в хорошую погоду, должно быть замечательные. Сейчас же из-за дыма не виден противоположный берег Байкала, да и поблизости все окутано белесой невзрачной пеленой. Один из недостатков путешествий по западному берегу Байкала или вдоль него по воде – это отсутствие закатов. Здесь, в северной части озера, по вечерам солнце прячется за горы Байкальского хребта. На юге оно скрывается за Приморским хребтом. Облачность над Байкалом летом бывает редко, такая особенность здешнего климата, поэтому и окрашенные в розовый заходящим солнцем облака здесь тоже редкость. С самого утра погода стоит замечательная. Встали в 6 часов, позавтракали кашей и в 7 часов 45 минут встаем на воду. Она сегодня спокойная. Хотим успеть пройти как можно большее расстояние до начала волнения. Несмотря на раннее утро, уже вовсю жарит солнце, дует легкий встречный ветерок. Идти тяжеловато, но с утра с новыми силами идем хорошо. Крутой полуголый берег справа от нас изредка разделяется небольшими распадками, заросшими лесом и похожими на оазисы. Небольшой сарай, видимо, рыбацкий, в распадке. После первого распадка проходим небольшой мыс Красный Яр, уже второй мыс с таким названием. От него тянется, постепенно понижаясь к следующему распадку, высокая скала. Дальний ее конец упирается в устье небольшой реки Гуилга. К этому моменту река уже пересохла, и догадаться, где находится ее русло, можно только по полосе деревьев, тянущейся из узкого ущелья. Тоже избушка. Увидев избу, решили причалить на отдых, заодно посмотреть зимовье. Кстати, вчера в планах было заночевать где-то здесь, но сейчас, подойдя ближе, увидели моторку. Вчера вечером она проходила в эту сторону, значит, место было занято. Рядом с избой находится просторная поляна. Судя по стогам, виденным мною на спутниковых снимках, ее используют в качестве покоса. Сама изба заколочена со всех сторон и похожа на заброшенную. Вокруг разбросано много мусора, но видно, что люди здесь бывают. Рядом стоят столы со скамейками, есть свежие угли в кострище. Мы надолго задерживаться здесь не стали, торопимся из-за вчерашнего отставания. Пройдя чуть более 5 километров, дошли до мыса Толстого и решили сделать привал в тени редких деревьев, стоящих на его скалах. После отдыха хотим устроить долгий 10-километровый заплыв до мыса Котельниковского, а там устроить обед. Даже какие-то уведомления прогрузились, нифига себе.
Утром был небольшой ветер, волны не было, но он все равно нас немножко сдерживал. Трудно было грести. А сейчас после 11, после мыса Толстого, как отдохнули там, вышли и сразу такой штиль начался. Грести стало полегче. Так что, надеюсь, сегодня сделаем запланированный километраж. Потихоньку приближаемся к мысу Котельниковскому. Уже видны белые крыши базы отдыха. И здесь вот возле этого высокого берега мы немножко отплыли. Вот всплеск был, только хотел сказать. Нерп куча, штук 6 мы только насчитали. Плавают вокруг нас, окружили. Мы уже шутим, что на нас хотят напасть. Выныривают то справа, то слева от байдарки. То близко, то вдалеке. И смотрят своими глазищами круглыми. Помимо нерп встретилась странная змея, целеустремленно плывущая в противоположную от берега сторону. Очень интересно, куда она держит путь, но, думаю, это так и останется ее тайной. Ближе к базе отдыха на воде чаще стали встречаться туристы. Сначала прошел тримаран с мотором, затем катер. Хорошо им, наверное, сейчас ехать с ветерком. Подходим к турбазе мыс Котельниковский. Вот уже чуть левее Вики видны ее крыши. А чуть правее мы собираемся остановиться на обед. На обед остановились с расчетом на тень от деревьев. В середине дня находиться на солнце становится просто невозможно. Даже во время переходов мы периодически мочим водой одежду под жилетами и головные уборы, чтобы не получить ненароком тепловой удар. Обедаем сегодня гороховым супом с сырокопченой колбасой. Обычная гороховая крупа варится долго, поэтому для походов мы покупаем гороховый суп в брикетах. В его составе варено-сушеный горох и немного овощей. Готовится за 15 минут. База отдыха мыс Котельниковский стоит в устье реки Горячей. Где-то здесь находятся знаменитые горячие источники, но нам они сейчас точно ни к чему, поэтому выходить к ним не стали. Направились на оконечность мыса. До него от базы почти 4 километра. Самая оконечность мыса Котельниковского. На оконечности мыса, среди невысоких, но пышных кедров, стоит небольшой старый маяк. Мыс достаточно далеко вдается в воду. В непогоду или туман без маяка заметить его может быть сложно. Также здесь есть давно неиспользованная туристская стоянка. Еще одной особенностью путешествий по Байкалу является наличие большого количества дров. Валентин Петрович Брянский в книге «Здравствуй, Байкал» пишет, что даже пилу и топор брать с собой сюда не обязательно. Водой на берег выкидывает достаточно много сухого плавника. Естественно, в местах особо популярных дрова придется поискать. После оконечности мыса Котельниковского держим курс на устье реки Куркула. В паре сотен метров от него на этой реке есть небольшой водопад Куркулинский. На выходе реки к Байкалу ее русло с двух сторон сжимают два высоких утеса, образуя узкий каньон протяженностью около 200 метров. В этом каньоне по нагромождениям валунов бурно стекает горная прозрачная вода Куркулы. Водопадом это место, конечно, названо достаточно громко, но все же несколько мощных сливов с бурлящими под ними котлами с пенной водой выглядят довольно впечатляюще. Видимо, для переправы пеших туристов между двух бортов этого каньона натянут металлический трос. Время подошло к 5 часам вечера, и мы отправляемся на поиски места для ночлега. Как ни странно, несмотря на уже вечернее время, вода на Байкале сегодня очень спокойная. На данный момент прошли уже 32 километра. В глубине губы Хары увидели на берегу домики,
но там оказалось занято, поэтому решили пройти вдоль берега, вдруг встретится стоянка. Стоянки как таковой не обнаружили, поэтому, пройдя чуть более 3 километров, остановились на галечном берегу, предварительно вытоптав ногами более-менее ровную площадку. Искупались, насколько это было возможно. Вода здесь оказалась просто ледяная. Друзья, это первая из 5 серий нашего путешествия по Байкалу. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Также наши фильмы можно посмотреть в ВК-видео в нашей группе ВКонтакте. В Телеграме Вика публикует видео и фотографии, снятые ею. Ссылки на эти соцсети оставлю в описании к видео.